Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я подробно расскажу, как приготовить классический бисквит для торта, всего из 3 ингредиентов. В миску побольше вбиваем 5 средних яиц. Желательно, чтобы они были комнатной температуры. К яйцам добавляем щепотку соли и 140 граммов сахара. По желанию можно добавить 1 чайную ложку ванильного сахара. И начинаем взбивать миксером до пышности и увеличения в объеме примерно в 5 раз. Конечно, время взбивания зависит от мощности вашего миксера, от 5 до 10 минут. Духовку я сразу включаю разогреваться до 180 градусов. И вот такая пышная масса у вас должна получиться. У меня это заняло 5 минут. Обратите внимание, что след от венчика не растекается несколько секунд. Это то, что нужно. Теперь в 2-3 приема просеиваем муку и уже при помощи лопатки аккуратными, но уверенными движениями снизу вверх перемешиваем тесто. Слишком долго мешать не нужно. Как только мука более-менее вмешалась, просеиваем следующую часть и перемешиваем уже до тех пор, пока не останется ни одного комочка муки. Важно мешать не очень быстро, чтобы взбитые яйца не опали и масса оставалась воздушной. Еще такое тесто долго ждать не может, поэтому к этому времени духовка у вас уже должна быть разогрета до 180 градусов. После того, как вмешалась мука, тесто готово. Оно получается очень воздушным и пышным. Если у вас оно получилось более жидким, значит, скорее всего, вы недостаточно взбили яйца, либо неаккуратно вмешали муку. Это одни из самых частых ошибок, из-за которых бисквит может опасть после выпечки. Выпекать бисквит я буду в форме диаметром 20 см. Будет достаточно застелить пергаментом только дно формы. Перекладываем тесто, затем немного ее простукиваем, чтобы тесто равномерно распределилось и бисквит получился более ровным. Выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов 30-40 минут. Во время выпечки духовку ни в коем случае открывать нельзя. Первый раз проверить можно только спустя 30 минут. У меня бисквит уже готов. В моей духовке он выпекался ровно 35 минут. Готовность обязательно проверяем зубочисткой. Она должна оставаться чистой и сухой. После остывания он слегка осядет. Это нормально. Если бисквит у вас осел слишком сильно, значит, возможно, в духовке была слишком высокая температура и середина не успела пропечься. Оставляю его остыть буквально на 10 минут. Затем острым ножом прохожусь по краю, снимаю форму и оставляю его до полного остывания на решетке. После того, как он остынет до комнатной температуры, его желательно переложить в пакет или обернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на пару часов, чтобы в нем распределилась вся влага и он меньше крошился при нарезке. Еще хочется сказать про то, как правильно извлечь бисквит из формы. Когда проходитесь острым ножом по краю, лучше не делать режущих движений вверх-вниз, а просто вставить нож и плавно вести его по кругу, плотно прижимая к краю формы. Это поможет избежать некрасивых надрывов, как получились у меня. Конечно, все неровности можно подрезать и подровнять, но чтобы обрезков было меньше, а бисквит получился ровным и красивым, лучше вырезать его аккуратно. Бисквит получается достаточно высокий, поэтому его можно разрезать на 3 или 4 коржа. Для нарезки мне удобнее использовать зубчатый нож для хлеба. Сначала делаю насечки по краю, при этом постоянно его прокручивая, и затем уже разрезаю в середине. В рецепте такого классического бисквита не добавляется сода и разрыхлитель. Всего 3 ингредиента – яйца, сахар и мука. Он поднимается за счет воздуха в тесте, который появляется в процессе взбивания яиц. Он получается очень мягкий, пышный и воздушный. Такой бисквит можно использовать в абсолютно любых тортах. Поэтому сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и буду рада, если напишите свое мнение об этом рецепте в комментариях. Также на моем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!